Демонстрация при альфа-версии программного продукта для просмотра, коррекции и менеджмента фотографий. Далее фотоменеджер. Основу фотоменеджера составляют браузер и вьювер, он же редактор. Сейчас на экране мы видим главное окно браузера. Основная задача браузера – обеспечить удобную навигацию, органайзинг и пакетную обработку фотографий. Браузер для получения контента использует специальные модули, так называемые контент-менеджеры. Благодаря гибкой структуре контент-менеджера позволяют работать практически с любым источником данных, которым может служить как файловая система, база данных, сетевые сервисы, такие как HTTP, FTP и прочее, так и устройство ввода-вывода, например, сканер, цифровая камера и так далее. На сегодняшний момент практически готовы следующие контент-менеджеры: файловая система, органайзер, календарь, метаданные, поиск, каталогизатор сети DVD-дисков, барнер и ImageBasket. Сейчас на экране мы видим контент-менеджер, работающий с файловой системой. При разработке интерфейса пользователя контент-менеджеров мы преследовали цель, кроме комфорта, еще обеспечить единообразие в работе с различными источниками данных. Как, наверное, вы успели заметить, пользовательский интерфейс построен на графической библиотеке собственной разработки, что дало нам возможность реализовать такие полезные фичи, как инерционный скроллинг, который присутствует во всех используемых элементах управления. Сейчас обратите внимание на дерево файлового контент-менеджера. При раскрытии элементов используется анимация. При наведении и удержании курсора на частично видимом элементе последний пытается занять оптимальную для работы позицию. Пользователь имеет возможность выбрать одновременно несколько интересующих его элементов для работы с их содержимым в списке. Список предназначен для отображения содержимого выбранных элементов дерева текущего контент-менеджера. Список позволяет динамически изменять размеры эскизов, имеется возможность тонкой настройки, яркости фона, размера и положения тени эскизов. Особенно стоит отметить возможность предварительного просмотра эскизов очень большого размера, которая позволила нам полностью отказаться от отдельного окна предварительного просмотра и повысить комфорт при просмотре большого количества фотографий. В завершении разговора о браузере стоит отметить, что в режиме пакетной обработки работают все плагины, для которых это имеет смысл. А сейчас поговорим о редакторе изображений, он же вьювер. При разработке редактора мы преследовали цели, с одной стороны, обеспечить максимально комфортный просмотр фотографий, а с другой обеспечить широкий набор функционала для коррекции изображений. Одной из составляющих комфортного просмотра является очень быстрый старт, который обеспечивает технологией отложенной загрузки модулей. Интеллектуальная многоуровневая система кэша позволяет значительно сократить время ожидания загрузки изображений. Для обработки и коррекции изображений уже готово более 50 фильтров, что в сочетании с виртуальными слоями, имеющими различные свойства наложения друг на друга, дает практически неограниченные возможности по обработке и коррекции изображений. Продвинутые пользователи, благодаря скриптовой системе экшенов, получают возможность самостоятельно создавать новые фильтры. Особое внимание уделялось инновационному алгоритму интеллектуальной автоматической коррекции фотографий, которые позволяют улучшить фотографии одним кликом. Масштабируемый интерфейс плагинов и скриптовый язык создания пользовательского интерфейса позволяют в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями реализовать практически любую функциональность. На базе редактора реализовано слайд-шоу и режим сравнения, но, к сожалению, на данный момент они пока еще не имеют собственного интерфейса. Спасибо за внимание.